Привет, друзья! Я уже добрался. Вон на старая дорога. Поставил там машинку в тенечке. Хотя еще листьев, конечно, нет. А теперь понятно, почему по этой дороге не ездит. Вон новая дорога, трасса. Вот по ней и ездит. Только езжу каждый раз здесь. Каждый раз облизываюсь вот слева поле на пригорочке. И каждый раз облизываюсь. Жду, когда ж его распашут, а? Ёлки-палки. Место очень интересное. Вон там. Но я еду совершенно в другое место. Прикольно здесь, интересно. Такая заросшая асфальтовая дорога. Видимо, редко ездят очень. Здесь какая-то у нас лесная дорожка. А по это все. Асфальт зарастает. Здесь я еще не копал, но смотрю, поле распахано. Увидел еще пару дней назад. Думаю, надо проверить. У меня уже есть находка, кстати. Не успел еще до поля дойти. Ну, конечно, уже прибор включил. Мало ли, что-то в лесочке валяется. И сигнал. Сейчас покажу. Сигнал, правда, железный. Но, в принципе, хороший. Если таких сигналов много, то даже и без монет может что-то накопать. Ну, то бишь, если останемся без монет, хотя бы с железом вернемся домой. Но мы же не забываем, что канал-то у нас золотое хобби, поэтому ищем там золото. Сейчас и будем его искать. Ну, в леске было одно железо. Спустился я через дорогу, только 2 шага ступил, гляньте. Какую-то рессору выкопал. Смотреть решил. А тут у меня хороший сигнал вот где-то. Сейчас послушаем с вами. А, вот он. Так, тут ветерок какой-то. Очень хороший. Двойной. Золотое кольцо, наверное. Или золотая пробка. Ух. Интересно. Так. Вот там. Так, стоп. Неужели я вижу кругляш? Точно! Ха! Слушайте, это такая глина какая-то. Капец, у меня ноги разъезжаются здесь. Офигеть! Это империя. Это империя. По-моему, это у нас Николай. Николай. Это у нас полкопейки, я уже понял. Ой, какая она красная, слушайте. Вот это да, слушайте. Да, полкопейки, правда, убитая. 1899, то ли 94, не, 94 это было бы круто слишком. Тем более Николаевская, это очень редкая монета. Смотрите-ка, с этой стороны немножко вензель получше сохранился. Вот это да. Слушайте, 5 минут не хожу, вот это да. Первая монетка. Отличный признак, я считаю. Единственное, что я лошара, забыл щетку, чистить монеты нечем. Ха. Вчера чистил дома очередные находки и оставил, видимо. Дам себе на это место часок. Если ничего не выпадет, есть еще в запасе парочка мест. Хорошо, что здесь, похоже, еще не сеяли. Только боронили. Ходить можно смело. Ну, гляньте, как керамика прямо на поверхности лежит. Вот это отличный признак тоже. Слушайте, такой сигнал сейчас был мощный. Не знаю, что это такое. Может, кусок алюминия, а может и нет. Что-то круглое абсолютно. Вот, блин, без щетки-то неудобно как, а? Что это такое? Похоже на модель глобуса для лилипутов. Только из алюминия, по-моему. Машинки там едут. А у меня сигнал был отличный, я его уже выбил. Вон он, я даже его вижу уже. Хе-хе. Смотрите-ка. О, а вот она монеточка. И монеточка у нас побольше. О, капендос у нас выпал. Копеечка.
И опять империя. Слушайте, отлично, отлично, так приятно. Хоть она и убитая. У-у-у. О, по-моему, 903 год. Битая страшно, вон кирпичи валяются. Слушайте, класс. А это похоже на шрапнельный снаряд. Очень похоже. Но уже не опасный. Не прошло еще 5 минут, и у меня классная находка. И, кстати, она говорит о том, что копать надо практически все сигналы. Сигнал был фиговый, я вам сейчас покажу. Так вот, рядом с дорогой, между прочим, опять вернулся я к ней. Смотрите, что у меня лежит здесь. Вы вообще это видите? Слушайте, по-моему, она поломана. Ух ты, слушайте. Ну это 100 пудов какой-то крест. Это какая-то награда. Ого-го-го-го. Вот такого я еще не находил. Блин, и щетки нету. Смотрите, вон, я вижу «За». Потом вензель Николая и внизу «Отечество» написано. Видимо, там написано справа было «За царя». Это какой-то крест, награда Николаевской эпохи, Николая II. Как жаль, что он сломан. Слушайте, вот это находочка. Это ополченский крест за веру царя и отечества. Его ввели как награду или знак отличия еще в 1812 году при Александре I. Но после этого он уже вошел плотненько в обиход. Ну а тот, что я нашел, это остатки Николаевского креста, то есть последнего. И среди коллекционеров в хорошем состоянии они довольно неплохо ценятся. Вот, честно говоря, таким я даже больше радуюсь, чем монетам, как правило. Они гораздо реже попадаются. Ну, конечно, целым желательно. Блин, вот это класс. Вот настроение реально сейчас вам не передать. Я чувствую, что здесь еще что-то есть. Не может быть, слушайте, еще минут 40 только хожу. А у меня уже 2 монеты и крестик. Вот это да. Так, снова сигнал. Неплохой сигнал, я бы сказал. Медно-алюминиевый. Либо то, либо другое, как всегда. Смотрим, смотрим. О, не выбил. Здесь. Эй, думал, может, пробка. А это у нас, друзья, поясок от снаряда. Медный, вот поэтому хороший сигнал был. Гляньте, журавли летят. Шестое марта. Не знаю. Капсуль. Шмурдяк забираем с поля. Поле хорошее. Надо забирать. Вот под таким рядам надо ходить поперек, когда такие рытвины офигенные. Потому что иначе будет очень много пропусков. А потом все равно придется идти вдоль. О. А ничего, сигнальчик.
Сигнальчик был отличный и не глубокий. Я его выбил, смотрите, друзья. О, у нас медный кругляш. Кстати, побольше, чем предыдущий. Двушка. Двушечка. Сейчас глянем, что за год. Ух ты, гляньте-ка. А годик-то интересный, 1869, их тогда только начали делать. Интересно. Может быть, она и нечастая монеточка. Ну, класс. Еще часа не прошло, у нас уже 3 монеты, друзья. Мне кажется, в этом году это место еще не копали, а может и вообще не копали. Ну, видите как, каждый сигнал не поснимаешь. Хороший сигнал был поясок от снаряда, потом еще какая-то фигня. Так что будет, не знаю. А вот явно более поздняя гораздо находочка. Ключ у нас тут выпал, кто-то потерял. Глядите, какой здоровый кругляш лежит. О, сигнал был как музыка. Что я не снимал. А перед этим был очень похожий, а там был алюминий. Слушайте, по-моему, это пятак, а? Или трояк. Размер не пойму сейчас. Не, наверное, 3 копейки. Слушайте, опять старенький. Ой, затертый, убитый. Но у нас опять империя. Слушайте, вот это да, первый раз так копаю, что империя да империя. По-моему, 75-го года, слушайте, старая монетосина. Спустился я немножко пониже, вдоль дороги, потому как железный сигнал туда идут. И у меня очередная находочка. Сигнал был совсем не такой, как предыдущий. Я уже думал, ну, ерунда. А вон она, смотрите как. Хо-хо-хо. Смотрите, ребята, как пятачок красиво выглядит. Вот это да. О, вы посмотрите, какой сохран. Опупеть. Ни грамма зелени. Так. 57-й год. Мне показалось сначала 37-й, думаю, круто. А это послевоенный. Ну, красота все равно. Вот, друзья, возле самой дороги. Опять сигнал и опять так себе. А вот он, смотрите. Ага. А на этот раз у нас двушечка. Вот так. Раз и пошли советики. Я уже думал, сегодня буду одну империю копать. Так. А вот это уже какие-то 30-е. Классический 30-й год. Видите как? Сохранчик приятный с точки зрения, что без зелени. Вот это предки наши работали, гляньте. Сколько ж надо этой мотыгой помахать, чтобы сточить ее раза в 2. Вот неплохой сигнальчик. Надо копнуть. Видите, какая тут желтая глина вперемешку с каким-то гумусом. Возле самой дороги. Тут ага. Вот здесь вот у нас. Что там у нас за комочек? Блин, какая-то фигня, наверное, мелкая очень. Что-то очень маленькое. А нет! Опа!
Ой, блин. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, обрадовался. А у нас тут монетосина серебряная. Блин, вся в глине, еще и погнутая. Ёлки-палки. Тер, уже не жалко такую гнутую. 22-й год, по-моему, у нас. Ну да. Однако ж серебро, 10 копеек. Советские. Причем вот этих первые 21, 22, 23, красивые которые. И видите, опять рядом совсем с дорогой. У меня появилось такое сомнение насчет нее. Мне кажется, что дом где-то стоял совсем близко к дороге, и частью даже там, где эта дорога сейчас идет. Вот это вот насыпь. Засыпано полдома, а там, может, рубли валяются серебряные. Может, золотые вообще. Блин. Кстати, и подписаться будет не лишним. С колокольчиком. А если вам просто интересно смотреть, как я веду поиск, и хотели бы поддержать канал, пока он не загнулся, вы можете стать моим спонсорами на Бусти, Патреоне или прямо в Ютубе. Благодарю всех, кто меня уже поддерживает. Да, вот решил я заглянуть в лесок, послушать сигнальчики. Железа тут много. Но вы сейчас удивитесь, что я выкопал. Вот только посмотрите. Это же раритет. Товарищи. Телефонная карточка. Вот это да, слушайте. О, 98-го года карточка. Так это уже почти антиквариат. О, видите? На 120 минут. Класс. Но это еще не все. О, смотрите, тут какой клен, по-моему, здоровенный. И кто-то уже с него сок берет. Не успела весна наступить, как уже тут. О, слушайте. Капает сок-то. Вот это да. Уже вон треть баночки накапал. Ладно, пойдем еще покопаем. А в лесу обнаружилась пила. Но действительно, что еще ожидать-то в лесу? Возможно, что я и не ошибся в своем предположении, и дом был прямо вот здесь, где сейчас проходит дорога. Видите, такой пригорочек. Но это советское поселение. Имперское там дальше, выше по склону. Там была суша в те времена. Потом осушили, стало здесь можно жить. И вот у меня сигнальчик. Видите какой. Троечок у нас советский. Да, чуть похуже сохранчик. Квадратные буквы. Так, о, смотрите-ка год какой. 43-й год. О, интересно, я такого не находил еще, по-моему. Неплохо. Слушайте, проверил эту ямку, а там опять сигналы копнул, и нате. О, видите, не сойдя с места. Всегда проверяйте. Вон кирпич, видите? Опа, монета. И я офигел, вон она еще одна. 2 сигнала и 2 монеты. Ха! Слушайте, неужели троечки? Ух ты! 2 троечка еще. Считай 3 в одной ямке. Это как такое у нас? Слушайте, вот этих сигнальчик... Ой, не сигнальчик, а сохранчик-то покрепче будет гораздо. Хотя они старше, судя по гербу. Так, что у нас тут за год? Так, это у нас 30-й год. А это... Ё-моё! И тоже 30-й, зато смотрите, как золото. Ого! Я бы сказал, не часто так вот 2, не, получается 3 монетки с одной ямки выпадает. Вот так. Местечко тут вообще не копанное. Только холодно стало что-то. Все-таки поразительный у нас народ. О, самолет летит. Смотрите.
Опять зашел я в лесок, а тут... Думаю, что за коробка издалека? А это компьютер старенький, кто-то выкинул. Ё-моё. О, даже видеокарта из него торчит. С кулером. Ну что за люди, нафига так делать? Устроили какую-то свалку прямо. Неужели сюда ближе ехать, чем до мусорки какой-нибудь? А где-то здесь вот был домик. Вот. Вот тут я монеты поднимал. И он где-то вот здесь, где дорога и проходит. Блин, кто-то приехал ко мне. Вон машинка. Че это он сюда поехал, а? Там же тупик. Решил я проверить еще одну точку чуть ближе к трассе, метров на 200. Но сначала прошелся по краю леса, поскольку непонятно, где был дом, на распаханном или по лесу. И смотрите, находка. Честно говоря, думал, что будет проволока. Сигнал был такой слабый и нестабильный. Но оказалось просто, что это маленькая монетка. Копеечка, друзья. Лесной сохран, около меня. 55-й год. А что, тоже монета? Отлично. Вот где была эта копеечка. А рядом очень похожий сигнал. Чуть копнул, но еще не выбил. Вот такой вот, как я говорю. Мало то, что скрипучий, так еще и слабый. Но зато стабильный. Ой, блин, там корни, около меня. А вдруг там раритетом его сейчас раз лопатой. Оба! И все тебе тут. Вот же она, ё-моё, как я не заметил. Оу, золотопартия, опять копейка, как я и думал. Смотрите, вот такая вот у них в лесу образуется такая рыжеватая патина часто, как на алюминии. О, протер, 54-й оказался. Нормас. Белочка тут шишки лущила. У меня был отличный сигнал, друзья мои, но глубокий. Я подумал, посмотрим, что из этих корней выбивать. И вот он лежит, гляньте. Вы только посмотрите. Это же у нас колечко. Это у нас самое настоящее. О, целое кольцо. Обручальное, медное, по размерам, судя, мужское. Ну что, послушал я после этого колечко, скрипы местные, хрипы и другие сигналы. И вот тяна. Очередной скрип выдал классную находочку. Сигнал-то был очень так себе. Типа фольги. Смотрите. О, я уже догадываюсь, что это такое у нас. Это у нас, товарищи, образочек какой-то. О, смотрите, какие в патине приятненько. Что написано? А, тут спаси и сохрани написано, гляньте. Вот так, интересно, спас, сохранил, не знаю. А вот что у нас с этой стороны. Кто у нас там? Похоже на Николая. Ну, смотрите, какая красота. Правда, что-то про Николая написано. Вот люблю я такие находочки. Слушайте, крестик. Причем до крестика так, сколько вон там расстояние-то? Метров 300 отсюда. А это вот совсем в другом месте. Вот смотрите, какая красота. Так, выбрался я снова на поле. Правда, уже походил по нему, наверное, минут 40. Накопал всяких пробок. Фигни всякой. Гильзы вон там. Карточка тоже сломалась. И был хороший сигнал, друзья. И смотрите, что у нас лежит. А лежит у нас монета. Но фишка вот в чем. Сигнал у нее не такой, какой должен быть. А тут еще рядом очень похожий еще один. Предлагаю выкопать сначала второй
Где-то тут. А если здесь ничего не будет, то порадуемся хотя бы той монете. Так, какой-то здесь желтый каменюка. Вот здесь. Я промахнулся. По-моему, здесь вот такая железка. Они бывают дают из глубины, похоже на цветной сигнал. Так, ладно. Мне надо проверить. Да, это была она. Что ж у нас тут за монетка-то выпала? Опа! Похоже на пятак. О, да. Ух, 30-й год. Что-то мне сегодня с ним везет особо. Почти сплошной 30-й год. Ну, неплохо, с другой стороны. Могло быть и ничего. Ой, видите как, думал перевернусь, а уже и не надо переворачивать. Поднял монетку лопатой. Лопатка молодец. Ну что ж у нас тут за копеечка? О, по-моему, 35-й, нет? Ага, похоже. Ну, неплохо. Слушайте, видите, как глина, интересно, сохраняет алюминиевую бронзу. Зелени здесь на ней вообще нет. А вот медь убитая попадается. Как ни странно. Ну что, похоже, я обнаружил еще одну точку. Видите, как поле-то здоровенное. А площадь, на которой стоял дом, совсем небольшой. Ну, 10 на 20 метров. Пока эту точку найдешь, километр натопаешь. Им-то хорошо, они там едут себе. Я вот топал, и мне снова сигнал, видите? Вот он. Снова копеечка. Что-то думал, будет двушка. 31 год. Да-да, вон видите признаки. Керамика лежит, кусочки кирпича. Это все отлично говорит о том, что здесь жили. Интересно, гаишник там включил красный маячок и остановил уже кучу машин. Думаю, что так тихо стало? С той стороны вообще никто не едет. Только с этой. Ладно, посмотрим. А у меня был отличный сигнал. Я уже думал, да. И оказалось, действительно, ребята, да. О, наконец-то у нас опять империя пошла. О, вот это троечок. Это точно. Троечок. Ну, что я говорил? То ли 1898, то ли какой год. Видите, как медь вот в этом грунте. Плохо себя чувствует. А советы бронзовые отлично. Что ж там такое-то? О, поехали. Гаишник, наверное, просто прикололся. Остановил кучу народу. Сыграл с ними в крестики-нолики и дальше поехал. Ну а что ему скучно там, конечно. Целый день дежурить. Не то что монетки собирать с поля. А вот у нас еще полкопеечки выпало. Нормас. И тут же копейка 33-го выпала. Ого, ребята. А я что-то бродил там по лесу. А оказывается, там монеты здесь. На тебе, друзья, как вам такое, а? Сигнальчик был. Чпок. Смотрите-ка, у нас верховая монетка. Вон она где. Улеглась. Плугом ее выбила. Отлично, двушечка. Так. То 28-й год. Красота. А, ну понятно. Вот оно что. Всенародно любимые поехали. Так. Глубокий сигнал.
Трудно сказать, хороший или нет. Так-то звучит хорошо. По-медному. Ох, липнет к лопате грунт. Ага. Где-то что-то тут у нас. О, what the hell. Блин. Кусок меди здоровый. Опять у нас, понимаете. Что за люди там идут? Кого несет? Вроде куда-то налево свернули. Ха, слушайте, а у меня опять сигнал верховой. Смотрите. Опа. Монитос. На сей раз двушка. О, 34-й год. Красота. О, бежать хотела. А мы возьмем. Машинки уже фары повключали. Друзья, слушайте. У меня снова верховая монета. Ой, а где она? Я ее потерял. А, во. Ха. Так посмотрите на это, а. Вот вам, что значит некопанное место. Елки-палки, уже темнеет. Уже глазами не найдешь. 31 год, 3 копеечки. Ну а сейчас мы поедем проверять те находки, что сейчас накопали. А вдруг там раритеты.